такая отличная, прям мощная. Я прям посмотрел, аж захватило. Сперло сразу. Так же себя можешь сделать. Итак, мы вообще-то в эфире уже. Приветствую вас на нашем канале «Здоровье, красота, благополучие». В связи с режимом самоизоляции наша студия временно закрыта, но наш добрый доктор, не Айболит, а Николай Васильевич Адоньев, решил провести марафон добра, марафон пользы вот в это такое сложное время, поддержать нас, рассказать, что нам нужно делать. Наши передачи будут вестись практически каждый день. Сейчас есть возможность такая. Трансляция будет идти в 16 часов. Смотреть вы нас можете в официальной группе, извините, Николая Васильевича в Одноклассниках, на его страничке в Фейсбуке, на нашем официальном канале «Здоровье, красота, благополучие» на Ютубе, в нашей официальной группе ВКонтакте, в Перископе. В общем, все перечислять не буду. Везде, где вы нас увидите, посмотрите, можете под видео писать свои вопросы. Я их все соберу, аккумулирую и при следующей встрече задам их Николаю Васильевичу, чтобы у нас была такая обратная связь. Если у вас возникнет желание задать вопрос вживую, на следующую трансляцию мы разместим ссылку на конференцию в Zoom. Можете вот так вот подключиться. Сейчас нас двое, будет, может быть, трое, больше. И задаете вопросы Николаю Васильевичу после его такого небольшого выступления. Николай Васильевич сказал, что 15-20 минут он будет давать нам ценнейшие знания. Да? Сегодня вопросы задам его я. У меня есть, конечно, кое-какие вопросы, хотелось бы понять. Надеюсь, не только мне. И благодарен за такую классную возможность, за такую шикарную идею, которую организовал Николай Васильевич с помощью нашего генерального директора Ольги Васильевны Шерешевой. Ольга Васильевна, мы с вами. Все, начинаем. Николай, я отключаю звук и видео. Вещайте. Добрый день, уважаемые друзья. Я еще раз представлю себя. Меня зовут Адоньев Николай Васильевич. По профессии я врач. И в этом году исполняется 37 лет моей врачебной практики. Конечно, это уже вполне приличный профессиональный опыт. Начинал я как хирург, и, в общем-то, я военный хирург. Затем, в общем-то, там по определенным обстоятельствам ушел из военной медицины, из военной службы и продолжал, в общем-то, свою деятельность уже больше как мануальный терапевт. Ну, а с 2001 года, в общем-то, практически полностью ушел в частную врачебную практику, потому что, прежде всего, это позволяло мне творчески реализовывать те новые знания, новые методики, которые постоянно, естественно, появляются в медицине. К сожалению, в общем-то, официальная медицина, она имеет определенную такую косность. Не то, что это плохо. В общем-то, система, вы понимаете, что медицина – это система, и она огромная система. И, конечно, должны быть свои законы, должен быть порядок. Вот. И здесь, в общем-то, несомненно, должна быть часть врачей, которая, в общем-то, выполняет, те, как называется, протоколы лечения, которые узаконены официально. То есть, но вы сами понимаете, что любой, так сказать, узаконенность, как бы формальность, скажем так, форма, вот, она всегда как бы такая, скажем, твердая, то есть ее невозможно, в общем-то, как-то развернуть или под новые изменения, которые постоянно, под новые открытия, под новые препараты, под новые методики, которые очень быстро и в огромном количестве возникают в современном медицинском мире.
И поэтому, конечно, вот эта косность определенная, она и хороша, и как бы ее трудно, так сказать, использовать для новых передовых именно методик лечения пациентов. Поэтому вот как бы я решил просто, что все-таки частная практика, она дает больше возможностей именно творческих, именно и более эффективно, более, так сказать, на высоком уровне оказывать лечебную помощь пациентам. Но это такая, в общем-то, определенная историческая справка по отношению ко мне. Но вот идея, прежде всего, моих выступлений по интернету, потому что, естественно, сейчас вот эта ситуация, в которой мы находимся, и я в ней нахожусь, несмотря на то, что определенная часть моих пациентов, они находятся, как бы я с ними общаюсь по интернету. И для меня это норма общения уже, так скажем. Но огромная часть населения, в том числе и я, опять-таки, нахожусь постоянно как бы дома. Ну, каждый человек организовывает вот это свободное время по-своему. Вопрос в чем? В том, что оно свободное. И, естественно, ну, как бы нормальный человек, любой, он стремится к тому, чтобы использовать это свободное время максимально полезно для себя, прежде всего. Ну, это нормально. Ну и как бы с моей стороны я вижу пользу прежде всего для себя. Почему? Потому что вот я из тех людей, которые, скажем, все правильные вещи, прежде всего, скажем, правильные для создания здоровья. А здоровье – это понятие, в общем-то, такое широкое, большое. То есть здоровье физическое, да, ну вот мое тело, да, вот тело мое, руки, ноги, так сказать, сердце, которое там, оно есть, мы его не видим, ну, кишечник, печень, почки, все это все физическое, как бы органы, и это физическое здоровье. Надо, в общем-то, знать, как организовывать это физическое здоровье, то есть здоровье своего тела, не только знать, а еще практически уметь, понимаете, то есть это совершенно разные вещи. Одно дело прочитать, вот там, не знаю, правильно питайтесь. Ну, это очень важно, это супер важно, так сказать. Почему? Потому что у нас, в принципе, вся жизнь, она состоит, ну, тело, если мы берем тело, состоит, в общем-то, из трех вещей. Это дыхание, вода, ну, питье и пища. Вот три компоненты, которые, в общем-то, реально, они создают, организуют вообще жизнь нашего тела. Ну, вот типа правильно питайтесь. Ну, конечно, как бы легко сказать, а что еще правильно питайтесь? Ну, это как бы ассортимент продуктов. Что правильно, так сказать, какие правильные, какие неправильные. Вот. И режим питания, когда что есть, да, режим. Вот. И сочетание продуктов тоже очень важно, несомненно. Все это отдельные огромные блоки именно информации. Сначала информацию надо в ней разобраться, а потом еще уметь ее использовать в своей жизни. Да? А еще, так сказать, здоровье включает в себя это здоровье эмоциональное. То есть эмоции-то у нас есть. Ну вот я говорю, я же то, что я говорю, я эмоционально переживаю. То есть это меня волнует. И это видно, даже я думаю, ну вы это видите, что я так можно, так сказать, говорить это уныло, скорбно, или, скажем, с воодушевлением, с оптимизмом. То есть, что такое, не знаю, скорбь и оптимизм? Ну, это эмоция. Эмоции, они, в принципе, являются обязательной, то есть обязательной частью человека. Вот. Это отдельно, целая отдельная область, которую тоже надо уметь управлять, организовывать. Лично я должен уметь и организовывать, управлять. А, скажем, вещи, связанные с интеллектом, да, как уметь знания находить, не мусор всякий находить, найти нормальные знания, которые мне, так сказать, будут важны и необходимы, улучшать мою жизнь вообще, знания, ну, как бы информацию. Эту информацию уметь переработать, как-то, скажем, под себя именно адаптировать под себя, под свою жизнь. Это тоже интеллект, да, умение именно, это все обработка информации и использование ее в своей жизни. Это еще одна огромная сфера. А то, что вот, скажем, мы говорим о той ситуации, когда у человека есть
ну, какие-то вещи духовные, да, то есть это вообще как бы ценности есть у нас, мораль, например, ну, мы же не злодеи, не идем, так сказать, вот я захотел, так сказать, мне понравилась чья-то машина, и я раз, так сказать, схватил человека, так сказать, бам-бам, так сказать, мне машина понравилась. Нет, это почему? Потому что, ну, как бы, мне лично, так сказать, убивать, унижать, оскорблять другого человека, это плохо. Ну, как бы это ценность, это же духовные вещи и так далее. То есть это тоже огромная целая сфера, так сказать, вот духовная, да, то есть надо уметь и разобраться в ней, что правильно, что неправильно, как приспособить себе. Все это здоровье, вот все это, вы понимаете, физическое, эмоциональное, интеллектуальное, духовные сферы, вот, а еще отношения между людьми, социальное здоровье, да, то есть вот это огромное, это очень много. Это, скажем, ну как бы тяжело. Да, это тяжело. Но дело в том, что если я не умею именно вот все эти сферы использовать как бы и в них наводить порядок, то есть физическое здоровье, эмоциональное свое состояние, интеллектуальное свою, так сказать, активность, духовность свою, так сказать, ценности правильные, и не умею жить в обществе, взаимоотношения, то есть социальные, да, вещи какие-то, взаимоотношения, ну тогда как бы и жизнь нормальной не будет, и здоровья не будет, и много чего не будет, и тогда, в общем-то, как бы все плохо, да, в жизни человека. То есть мы рождаемся для того, чтобы именно напрягаться, вот только так. У нас так, ну, так, в такой, короче, мы родились ситуации, на такой земле, вот такая планета, где надо напрягаться. И вот это вот, опять-таки, ситуация, в которой мы сейчас находимся, ну, как бы, да, это, ну, мы живем в государстве, да, то есть есть у нас люди, которые управляют государством, и если, скажем, вот многие ругают государство, а если нет государства, все это хаос, представьте, светофора, милиции нет, ЖКХ не работают, там, платим мы, не платим, но воды нет, отопления нет, электричества нет, все, так сказать, это хаос, да, хаос, это кошмар, это нет, так, люди не зря создают государство, и, естественно, вот государство определило, что у нас, так сказать, ограничения, ну, там, посещение различных заведений, так сказать, отсутствие собраться вместе, обсуждать. Как бы, поэтому мы, так сказать, вот, ну, как бы, это наше в определенной степени добровольное выполнение рекомендаций, которые дает нам государство, власти, и мы их выполняем как дисциплинированные, законопослушные граждане. Это нормально. Это одно из качеств цивилизованного человека. Почему вот я как бы все это говорю? Потому что я вас подвигаю к тому, чтобы вы проявили интерес именно вот к тем ну, трансляциям, которые мы вот с Игорем организовали. Естественно, это будут и другие люди, не только я эти трансляции буду вести. И это будет и полезно, то есть это не будет просто болтовня какая-то. Это будет, с моей стороны, во всяком случае, это будут конкретная, четкая, полезная информация. И я вот специально буду в конце, так сказать, своей трансляции, своей именно трансляции давать определенные задания. Ну, скажем, вот там, например, там, по поводу того же питания. Вот ассортимент продуктов. Вот я говорю, вот это вот хорошо, это плохо, не надо это есть. И даю задание, вот, скажем, к следующей трансляции, пожалуйста, напишите мне или там скажите напрямую, вы согласны со мной, вы отказались от этих продуктов или ограничили вот такие продукты, или наоборот ввели какие-то продукты в таком-то количестве в свое питание. То есть конкретные задания, потому что я считаю, что ну просто вот я тоже смотрю очень много различных вебинаров, лекций, вот, и как бы информация, она важна. Но я всегда считаю, как бы это мое личное мнение, что надо все равно стараться именно конкретно человека подталкивать, скажем, ну, его стимулировать, активировать для того, чтобы он вот эту информацию использовал. И, естественно, когда мы совершаем действие, то есть вначале мы должны получить информацию правильную, да, а потом совершить действие, на основе той информации, которую мы получили, и только после действий мы получим результат.
Вот только так. Методика, как бы, она единственная. Информация, действие, результат. По-другому никак не получится. Поэтому вот находясь в этом, ну, как бы в определенной самоизоляции, естественно, я свои первые именно ну, вот выступления, трансляции посвящу нашей сегодняшней ситуации. То есть, да, есть такое вирусное, ну, и заболевание, вот, которое порождается определенным биологическим объектом, коронавирусом. Вот, и, конечно, сейчас и я сам, и, ну, все мы, прежде всего, конечно, задача вот, не просто сидеть. Что сидеть? Если мы будем просто сидеть, в принципе, дома, то, во-первых, само, скажем, сидение и лежание, оно человека убивает. То есть человек должен двигаться. То есть движение, оно реально является жизнью. Потому что, опять-таки, у нас в норме мышцы составляют где-то, ну, это внешние мышцы, у нас и внутренние мышцы есть, внутри органов. Так вот, внешние мышцы, которые, так сказать, голова, руки, ноги, пресс, спина, так сказать, это примерно в норме где-то 40% массы нашего тела. Понимаете, 40%, практически близко к половине. И надо сказать, что вот мне, ну, реально говоря, в этом году 60 лет, и статистика официальная такая есть, исследования проводили, если брать человека в 20 лет, вот у него, ну, нормально развитый человек, так сказать, у него мышцы составляют 40% приблизительно от массы всего тела. А в 60 лет уже, скажем, практически на 40% минус, то есть не 40%, а уже составляет где-то там 15, ну там 18% от всей массы тела. И это реально является одним из мощнейших факторов разрушения здоровья человека, физического здоровья и в том числе и нарушения интеллекта. Почему? Потому что мышцы, они именно являются нашими электростанциями. Энергия, да, прежде всего, как бы один из источников нашей энергии. А что такое энергия? Это прежде всего мозговая деятельность, потому что человек, в отличие от животного, он отличается именно прежде всего очень мощной деятельностью мозга. У нас мозг, вот, ну, как бы, вот я сейчас с вами разговариваю, я активно, так сказать, думаю, что сказать, переживаю о том, что говорю. Вот известно, что где-то 40%, представляете, 40% всего, что у меня есть энергии, забирает мозг. 40%, а весит он всего 1/50 часть от массы тела. Ну, реально говоря, там 1350 грамм, понимаете? То есть печень весит даже больше, там 1,5 килограмма, но она значительно меньше потребляет энергии, чем мозг. То есть вот человек, а если мышц нету, нет энергии, да, электростанции нет, как мозг будет работать? Да, естественно, он останавливается. Хоть ты 1000, скажем, этих лекарств каких-то или, скажем, стимуляторов используй, вот там различных прибамбасиков. Нет мышц, значит, нет энергии, мозг останавливается. И останавливается не только мозг, и сердце, и печень, и так далее. Но прежде всего, как бы, то, что отличает человека от животного, мозг перестает. Отсюда масса проблем, связанных у пожилых людей, связанных с нарушением именно мозговой деятельности. Понимаете, огромное количество. Откуда они берутся? В том числе, вот, надо заботиться. То есть, просто сидеть глупо. Надо, в общем-то, проявлять физическую активность в том числе. Просто есть, вот сидеть, как бы мы сидим, там едим. Но вопрос-то в том, что есть можно разную пищу. Можно пищу, которую я покупаю реально, ну, скажем, образно говоря, кто-то или я покупаю, вот, трачу на нее свои деньги, которые потом своим, так сказать, заработал, своими напряжениями мозговыми заработал. Трачу, и эта пища меня убивает. Это факт. Ну, как может быть нормальной пищей быть колбаса? Вот, ну, это реально, это никак. И чипсы те же самые, или, скажем, опять-таки, какие-то газированные напитки, там не только Кока-Кола, их масса различных, ну и так далее. Огромное количество продуктов питания сейчас есть, они лежат на полках, так сказать, магазинов наших, которые человека убивают.
Вот реально, говорю, убивают. И ну, если, скажем, да, но есть и хорошие продукты питания. Не надо так думать, что вот типа, да жить невозможно, да ничего хорошего нет, и продукты, есть эти продукты хорошие, есть. И они действительно сейчас свободно лежат, их можно приобрести, проблем нет. Только это зависит от нас, от нас, от нас зависит. Вот, что мы пойдем и выберем. Или же, скажем, мы отдадим свои, опять-таки, кровные деньги и будем сами себя убивать. Не кто-то там, скажем, пресловутый, так сказать, заговор, какие-то плохие продукты специально произвел, чтобы меня уничтожить. Да, эти продукты производятся, к сожалению, плохие, убивающие. Но покупаю-то я эти продукты, и вы их покупаете. Надо знать, что покупать. И вот в этот период, пока мы здесь, в общем-то, тоже мы же едим, и не один раз едим, когда мы находимся на самоизоляции. Надо, естественно, четко и ясно разбираться, а что правильно, а что неправильно в еде. Ну и так далее. То есть вот, но к чему я это говорю? К тому, что это факт известный. Вирусы, понимаете, это такие существа, которые проникают везде. Ну, не знаю, я, например, как вот чисто врач с приличным опытом, считаю, что, скорее всего, ну, теоретически можно, скажем, не заразиться вирусом. Но, реально говоря, это очень сложно. То есть, ну, как бы надо улететь все-таки на другую планету. Или, скажем, залезть куда-то в пещеру и сидеть там, вот и то маловероятно. Да, ветер дунет, залетит. Вот, и тем более, что этот коронавирус, он же не появился сегодня. Реально говоря, их несколько там десятков вариантов этих коронавирусов, и они, ну, насколько я помню, там открыты вообще с середины прошлого века. И они неоднократно как бы, ну, тестировались в процессе, так сказать, вот всего этого времени, ну, они уже 60 с лишним лет циркулируют во всем мире, 60 с лишним лет. И неоднократно они высевались как возбудители различных, ну, так называемых там ОРВИ. И в прошлом году, ну, реально он тоже высевался, этот, как бы тестировался, просто в небольшом количестве. И они, вот, ну, в чем список, как бы они существуют, живут. И если, скажем, правильно и честно сказать, ну, это все микробиологи знают, вирусологи, что практически, в общем-то, огромное количество вирусов живет внутри нас, на нас живет, на коже, там, в легких, в кишечнике, ну и во внутренних органах. Вот. Ну, у кого-то, может быть, этот коронавирус и не живет. Но заразиться практически, скорее всего, все заражаются. Есть такое, ну, известное, как бы уже исторически сложившийся факт, что это факт именно, что вот идет какой-то, скажем, там вирус, ну вот коронавирус, по миру шагает и по нашей стране. Вот 30% ну, как бы людей, ну, как бы заражаются практически все. Практически все. 30% где-то, это исторический факт, уже известно. 30% они заболеют и тяжело перенесут, в общем-то, ну, не то, что они умрут, ну, просто они довольно тяжело перенесут этот вирус. 30% из всех, так сказать, ну, легко перенесут, они даже особо-то и не заметят, ну, почихают, посморкаются, там, может быть, температура несколько дней. Вот, а 30% населения практически вообще не заболеют. Ну, это факт, вот, как бы известный. Такая, почему это происходит, ну, до сих пор непонятно. Вот. Но, скажем, смысл в чем? В том, что, конечно, находясь вот в этой ситуации, мы с вами должны прежде всего как бы, постараться, в общем-то, правильные совершать действия, которые позволят нам не заболеть, ну, в идеале не заболеть, или, скажем, заболеть, но перенести эту инфекцию с минимальными какими-то проявлениями. Ну и, в общем-то, желательно, чтобы в последние 30%, которые тяжело перенесут, то все равно они как бы переболеют, ну, выздоровят, вот, не попадать. А что, прежде всего, так сказать, позволяет человеку, ну, в идеале не заболеть, там, или переболеть в очень легкой форме, практически особо не заметив свою эту вот зараженность коронавирусом. Это, естественно, мощный, активный собственный иммунитет.
То есть заразиться, ну, практически, я лично считаю, что это на уровне чуда. Не заразиться, не заразиться. Ну, как бы все равно мы контактируем, выходим, ну вот заразился. Самое главное, это именно, чтобы побороть этот вирус. И побороть его максимально успешно, быстро, энергично, без всяких тяжелых последствий. Поэтому вот все мои именно ну, ближайшие трансляции, они будут посвящены различным аспектам, как именно создать максимально, вот сейчас в этой ситуации, находясь дома, максимально укрепить, поднять, активизировать собственный иммунитет. Поэтому вот это вот самое, на мой взгляд, это самое правильное, что можно сделать, потому что, ну, все равно карантин, когда-то, ну, там, самоизоляция закончится. Вот, все равно мы выйдем. А этот вирус, он будет дальше, так сказать, циркулировать. Ну, он как бы не исчезает. То появился мгновенно, то исчез мгновенно. Нет, он постепенно появляется и также постепенно уходит. Вот, и поэтому, скажем, реально говоря, самоизоляция закончится, а вирус останется. Скорее всего, он не убежит никуда. Поэтому вот надо заниматься, быть разумными и заниматься, несомненно, улучшением своего собственного иммунитета. Ну вот такая моя короткая вступительная трансляция, а конкретика, она уже будет завтра на суббота-воскресенье. Мы, скорее всего, наверное, на выходные не будем заниматься вот трансляциями, а в будние дни, в общем-то, может быть, там, не может быть, а точно, скорее всего, там в понедельник, 4 часа трансляция будет продолжена, но уже с конкретными именно вот и информацией конкретной, и с конкретными такими определенными рекомендациями и заданиями для вас. Ну, естественно, я буду вот все, так сказать, ссылки, которые предварительно перед трансляцией рассылать по всем возможным моим контактам и в Одноклассниках, Фейсбуке, Дзен, у меня, так сказать, Инстаграм, вот, ну, как бы максимально. Поэтому всех приглашаю, уверен, всем это будет прежде всего полезно. Так что, Игорь, вот жду теперь от тебя вопросы. Ну, вопросов у меня, как сказать, это даже не совсем вопрос, это больше узнать ваше мнение как доктора, как специалиста. Я как бы не считаю себя ни доктором, ни специалистом. Вот я сейчас, послушав вас, понял, что я вообще даже не цивилизованный человек, потому что я не выполняю нифига никаких рекомендаций нашего государства. И мы не в прямом эфире федерального канала, как тут недавно сказал Малахов на танцы с кем-то, да? Поэтому я могу сказать честно и открыто, я бы это и на федеральном бы сказал, что наше, так сказать, любимое государство никогда не заботилось, не заботится и вообще никогда не будет заботиться о нашем здоровье. Даже более того, большинство людей, к сожалению, не заботится о своем здоровье. Почему о нем должно заботиться, наше государство, да? Поэтому я о чем хотел у вас вот поинтересоваться. Вот все то, что сейчас типа делается во благо для нас, то есть для народа, для людей, то есть, а как же там народ? То есть, наверное, наши все чиновники, переживают за нас. Вот наш губернатор, который относительно недавно пытался руководить производством на заводе ИСК, вот он тут рядом со мной, да, у него ни хрена это хорошо не получалось, да, также вот сейчас он пытается руководить нами. И вот все эти действия для нас, они к чему приводят? Вот мне сложно понять. Ладно, я понял, зачем закрыли там большие торговые центры, скопление людей. Ладно, понял. Но за каким хреном, извините за выражение, закрыли маленькие магазинчики, где проходимость была, не больше 15 человек в день, реально не больше. Но там люди работали, люди были при деле, люди понимали, что они делают, ради чего не встают, и идут на работу. Вот они сейчас все не работают. Правда, у нас сейчас на левом берегу народ вообще на все, извините за выражение, насрал и начал работать, то есть трудиться. Но, с другой стороны, смотрите, забота, о здоровье, извините, оговорился, о здоровье народа. Ни одна пивнуха не была закрыта. Все магазины красного и белого, все работали.
А вот, Николай, скажите, вот алкоголь, да, алкоголь, это, мягко говоря, подрыв иммунитета на несколько дней однозначно, а вирус как раз, защититься от вируса можно только иммунитетом. Вот скажите, пожалуйста, вот эти те действия, которые делает наше, скажем так, руководство, оно прямо все только ради нашего здоровья? Дело в том, что я вот как бы мое устойчивое мнение на сегодняшний день, что вот все эти руководители, чиновники, власть, они, ну, в общем-то, среди нас, ну, может быть, как бы элита называется, ну, в большей степени, ну, скажем, там вот не те, которые на самом верху, а вот как бы те, которые поближе к нам, они выходят из наших, так сказать, вот рядов. Они с нами учились, ну, во всяком случае, вот мой возраст, там, 60 лет, я думаю, что многие как бы учились в советских школах, там, не знаю, ну, как бы просто это определенные люди, которые там, делают карьеру, да, как определенный склад ума. Но смысл, я что хотел сказать, что мы, это лично вот мое мнение, что мы сами должны, вот сами мы, прежде всего, брать, скажем, организацию жизни своего, там, не знаю, участка земли, улицы, района, брать как бы в определенной степени на себя и организовывать. Вот, скажем, ну, образно говоря, вот я считаю, что ну, вы правы, совершенно сказал, там, что маленькие магазинчики, зачем их закрывать, ну, собралась какая-то, не знаю, там организация, сплотились, и подали, так сказать, вот мы требуем, так сказать, вот жители района, что вот эти вот наши магазины, они для нас важны, и, так сказать, самое главное, чтобы они работали, без них мы не можем, требуем, как бы вот, это мы должны, то есть как бы вот, если мы сами не будем активно, реально говоря, вмешиваться и требовать, потому что это власть, она как бы образно говоря, конечно, должна работать на нас, но такого никогда не бывает и не будет никогда. Потому что есть такой закон, был такой американец, ну, он давно жил, Паркинсон, ну, экономист. Он вывел, у него есть законы экономики. И он вывел такой закон, давно известный, что чиновники работают только на себя. Это вот закон Паркинсона, есть такой. То есть мы должны, вот так, я считаю, это только так мы можем что-то изменить. То есть организовываться, создавать какие-то общественные организации, там, разрешенные законом, и участвовать в своей жизни. Вот только так. Думаю, что по-другому не изменится никак. Благодарю, Николай. Ну и последний такой, ну не знаю, вопрос, не вопрос, мнение. Я, к сожалению, вот в последнее время опять мне приходится смотреть новостные программы. Я не хочу, никогда это раньше не делал. Потому что, как Булгаков говорил, не читайте газеты. Да? Вот, я точно так же делаю с нашими новостными программами. Но сейчас приходится. Вот, и что я вижу? Я вижу какой-то вообще нездоровый такой ажиотаж, какую-то, мега панику, нездоровую, причем накручиваемую. Из любого события при правильной подаче можно сделать все, что угодно. Конечно, да. Вот. И я, например, честно могу сказать, что я не знаю, там, что там происходит, не то что в других странах, а там в других городах. Да. Вот, но когда я выхожу на улицы своего левобережного района, я не вижу людей, которые там падают на улицах там, от немождения, усталости и так далее. То есть я не вижу тут трупов у нас на улицах. Ну, то есть, в принципе, как бы все нормально. То есть мы нифига не в блокадном Ленинграде живем. То есть люди такую трагедию пережили, то есть такое горе смогли перебороть. И сделали это реально достойно. Но опять же, почему? Потому что у них была какая-то, видимо, не то что видимо, а была великая цель. Да, цель была, да, цель это делалось. А вот сейчас у нас не то что цели, а вот нет главного, нет понимания, что вообще нам нужно делать. Вот реально понимания нет, потому что никто ничего конкретно не говорит. Вот даже вот на уровне нашего города конкретно ничего не говорят. И почему это нужно делать, тоже никто не объясняет. То есть врачи, давайте честно скажем, они не могут вылечить этот вирус, потому что что там они сейчас могут сделать, то есть они раньше этим в большинстве своем не занимались. То есть выживает тот, кто может выжить, понимаете? Конечно. И вот с моей точки зрения, я так думаю, что все-таки
из-за вот этой паники она нам, наверное, даже больше приносит Несомненно. вреда, чем сам вирус. Потому что вот есть моя любимая книжка «Мастер и Маргарита», опять же, Булгакова, да, и вот помните, там ситуация с почти здоровым буфетчиком, Да, 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 бедным, да, который приходит да, к Воланду, начинает да, он там плакаться, что он там бедный, да, да. ему говорят, ну, Ну да, у вас червонцы далеко, спрятаны. да, далеко вы ты не бедный, да, и еще ему говорят, что ты умрешь. Да. И Через говорят сколько еще месяцев когда, в да, палате, там, в Боткинской больнице, в палате да, номер да, да. 4. И человек что начинает делать? Он вспоминает уже не о деньгах, не о своей работе, он вспоминает о самом главном, что у него есть, это его здоровье, и начинает его типа восстанавливать. Он всю свою жизнь там его убивал, а тут он начинает восстанавливать, лечиться, бегать по врачам, да, и в Да. конце он умирает. Умирает от чего? По большому счету он умирает от этой паники, которую он сам Ну да. себе создал. Он создал сам себе именно то, что ему как бы запрограммировал Воланд, запрограммировал. Ну, вообще-то Воланд ему дал правильное решение, как нужно поступить, да, то есть типа возьми там, зажги. Нет, я не предлагаю, что нам сейчас нужно там устраивать какой-то пир во время Это чумы. взгляд Воланда, его как бы его личное, так сказать, был как бы ну, взгляд, как ему хотелось бы умереть Воланда. Он же бессмертный, ему пофиг. Ну, дьявол плохого не посоветует, скажем Ну да. так. Вот. Но я к тому, что все-таки, если быть внутренне спокойным и ко всему Конечно. происходящему относиться спокойно и взвешенно, помогать другим, но опять же понимать, что и как, и успокаивать других людей. Я думаю, что вот программу, которую вы решили организовать, основная цель именно до этого, Да, чтобы как-то да, успокоить и все-таки дать конкретные действия, что да, нужно делать. да, Да? То есть вот, конечно. например, наша компания, она же работает в направлении, Да. ценность которого, надеюсь, теперь понимают, все. То есть мы работаем в сфере здоровья. Да. Поэтому о здоровье теперь многие будут вспоминать Ну, каждый больше. день. Навряд ли. Но, За многих нельзя говорить. Потому что люди разные. Люди да, разные, да. да, соглашусь. Я говорю о себе. Да, да, ну да, вот, конечно. Здесь дело в том, что, опять-таки, Игорь, я хочу, мое личное опять убеждение, о котором, ну, некоторые говорят, профессионалы, так сказать, врачи в том числе, но очень мало оно, опять-таки, существует и, как это называется, в общественном сознании, не является нормой, это мнение. А мнение звучит так, что именно наше физическое состояние, то есть здоровье физическое, то есть насколько у меня здорова печень, насколько у меня здорово сердце, там желудок, здоровье физическое, понимаете? Вот, чтобы сосуды чистые, и сердце нормально работало, и печень активно работала, и мозги, они же тоже состоят из клеток, чтобы все эти клетки мозга, они все отлично работали. И вот когда физическое здоровье, оно высокое, ну, мощное, тогда это является именно фундаментом, на котором человек уже строит, ну, как бы строит именно все остальное, и эмоциональную устойчивость. И у него, скажем, есть способность именно критично оценивать ситуацию, находить правильные, так сказать, решения в ситуации и, скажем, умение общаться с разными людьми. Опять-таки, не все ж люди там, ну, приличные. Есть и неприличные люди, это факт тоже. Вот. И умение, так сказать, ну, как бы отстаивать свою точку зрения, создавать свою жизнь. Но фундамент нужен, понимаете? Вот без фундамента ничего не получается. А фундаментом является физическое здоровье, то есть насколько крепко наше именно тело. И вот когда эта крепость есть физическая, все остальное потом оно очень быстро и эффективно строится. Понимаете? А иначе получается, что как бы у нас такая система сейчас. Человек типа стареет, и он разрушается физически, прежде всего. Только если он физически разрушается, у него все остальное разваливается. Все, и эмоции, и интеллект, и, скажем, какие-то там вещи, связанные с социальные, и критичность мышления разрушается. Вот я считаю, 100%. Сначала человеку надо создавать и сохранять постоянно физическое здоровье. Так. Ну вот на этой доброй ноте, на этом пожелании мы сегодня Да. закончим. В следующий раз мы встречаемся в воскресенье, правильно?
Ну, как вы скажете, здесь давайте воскресенье. Я думаю, что сейчас даже дни недели особо не так важны. У нас как бы сейчас каждый день он наполнен свободой. Можно не считать дни. Сейчас с кем ни поговори, у людей вообще времени нет, потому что переход на онлайн-обучение – это все необычно. И люди тратят очень много времени, чтобы с этим разобраться. Кстати, очень много полезных роликов по онлайн-обучению. Так, вот заметьте, опять-таки, дополнительное напряжение, да? Да, И да, да. этот, что, я уверен, только те люди, опять-таки, которые смогут это напряжение выдержать, они адаптируются к новой ситуации. Но есть люди, которые не смогут. А почему? Так вот, я могу это всем сказать, это железно. Это отсутствие, прежде всего, физического здоровья. Ну, то есть надо заботиться. Да, будем. Благодарю, Николай. Успехов. Тогда до воскресенья, уважаемые друзья. До встречи. Да, до свидания. До свидания. До свидания.